Всем доброго дня, меня зовут Ксюша. В этом видео нанесение декоративного алюминиевого песка с трафаретом из малярного скотча. Первым делом укройте все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. В дальнейшем это сэкономит вам время. И проверьте поверхность, чтобы на ней не было дефектов. Если они есть, то уберите их при помощи шпаклевки и наждачной бумаги. После этого можно приступать к покраске основы в цвет песка. Я буду использовать водоэмульсионную краску светло-серого цвета. Набираю ее на валик. Прокрашиваю поверхность в один слой. Прокрасили всю поверхность. Теперь ждем высыхания краски. Желательно, чтобы она высохла как можно лучше, чтобы в дальнейшем не отрывалась вместе со скотчем при создании трафарета. Краска полностью высохла, теперь можно сделать трафарет из малярного скотча. Для этого потребуется такой шестиугольник. О том, как его вырезать без циркуля, я рассказываю в видео с золотыми сотами, которые вы можете посмотреть на моем канале. Чтобы выставить соты ровно, я воспользуюсь лазерным уровнем. Я разместила шестиугольники по поверхности, создав вот такой рисунок. Теперь нужно прокрасить малярную ленту при помощи той же краски, которой мы красили основу. Она затечет под скотч и зафиксирует его. Я прокрашиваю соты кисточкой, чтобы был меньше расход краски. Вы можете сделать это и валиком. После того, как прокрасили весь скотч, нужно дождаться, пока краска высохнет в течение часа. Краска на малярном скотче полностью высохла. Настало время наносить декоративный алюминиевый песок. Я буду использовать материал торговой марки Декораза. Называется Luciteza Alluminio. Основной цвет базовый и два цвета отколерованных в розовый и зеленый. Также для работы потребуется 3 кисточки, каждая для своего цвета. Беру основной и широкую кисть. Работать в такой технике нанесения нужно достаточно быстро и наготове держать 2 дополнительных цвета. Наношу я с угла крестообразными движениями. Теперь беру кисточку и набираю на нее розовый. И той же кисточкой, что серую краску наносила, растираю. Добиваюсь результата, чтобы они смешались и плавно переходили в друг друга. Беру зеленый. Также добавляю зеленую краску. Сначала небольшое количество и также растушевываю. Набираю серого цвета на кисть. Добавляю розовый и зеленый. И широкой кисточкой растушевываю эти 2 цвета, чтобы не было очень четкой границы перехода
из зеленого в розовый. Не забывайте про верхние участки, там тоже нужен серый цвет. Вы делаете это все параллельно. Когда работаете на большой площади, начинайте заполнение с места трафарета, сделайте в нем сначала переходы, а потом сверху часть и снизу. При заполнении я возвращаюсь к предыдущим участкам, где уже начинает песок подсыхать, и еще его подглаживаю, формируя небольшие островочки. В трафарете я делаю переход из зеленого в розовый, дальше зеленый и опять в розовый, потом через серый в розовый и заканчиваю серым. Добавляю розовый после зеленого, небольшое количество, и также смешиваю его с серым. Буквально несколько мазков добавляю. И растушевываю с серым. Заполняю оставшуюся часть трафарета серым цветом и также нижнюю часть образца. Не забывайте возвращаться к подсыхающим местам и формировать там рисунок. Благодаря тому, что мы прокрасили скотч, сейчас песок его не отрывает с поверхности и не попадает под него. Соответственно, в дальнейшем рисунок получится более четкий. Возвращаюсь к подсыхающим местам. Первый слой песка нанесли, теперь дождемся его полного высыхания, а потом дублируем уже разбавленным песком. Первый слой полностью высох. Я разбавила остатки материала на 10% водой. Сейчас буду наносить второй слой в тех же цветах, дублируя их. Наношу тонким слоем, хорошо растирая кисточкой сразу же. Заполняю сначала верхнюю часть над рисунком серым цветом. Заполнила цветом алюминий верхнюю часть. Теперь перехожу к трафарету и дублирую яркие цвета. Беру для начала розовый. Добавляю розовый цвет. Слегка захожу на соседние участки, там где серый и зеленый. Хорошенько растираю его, чтобы границы были практически не видны. Добавила. Теперь беру широкую кисточку с серым цветом
И прохожусь еще раз, также растушевывая границы. Набираю зеленого цвета. Хорошенько растушевываю зеленый. Немного внахлёст с серым. Беру опять широкую кисть, немного серебристого цвета. Далее добавляю опять зеленый и розовый. Опять чуть-чуть зеленого и немного розового. Растушевываю это. Здесь должно быть более контрастное место, без переходов в сером, а именно зеленый переходить в розовый. Немного еще зеленого здесь добавлю. И опять широкой кистью его сглаживаю. Дублирую зеленый цвет. Добавляю его чуть больше, чем было. И растушевываю кистью. Закончила с яркими цветами. Теперь заполняю все оставшееся базовым цветом. Тоненьким слоем и хорошо разглаживаю в разные стороны. Быстро прохожусь по низу, только заполнив однотонным цветом. Закончили наносить второй слой песка, теперь снимаем скотч. Смотрите, какой ровный край у рисунка получился. Нигде ничего не затекло. Закончили нанесение. Теперь ждем, пока полностью высохнет песок, а потом я вам поближе покажу, что у нас получилось. Получился стильный и современный вариант финишной отделки стен. Такой декор отлично подойдет для создания акцентной стены. Форма шестиугольника очень популярна и часто применяется в дизайне интерьера. Также вы легко сможете найти элементы декора в этой же стилистике и дополнить общую картину. Мне нравится алюминиевый цвет декоративного песка. Он заметно отличается от обычного серебра и, на мой взгляд, смотрится интересней. Дополнительно сделанные переходы зеленого и розового цвета, плавно перетекающие друг в друга, подчеркивают узор трафарета и разбавляют серый алюминий. Это оживляет общую картину и придает ей легкость. Этот вариант финишной отделки стен достаточно светлый и здорово переливается в лучах света. Одна и та же поверхность смотрится совершенно по-разному, в зависимости от угла обзора. Эта особенность декоративного песка – одна из причин его популярности. Надеюсь, что этот вариант декора вам понравился. Другие образцы моих работ с песком можно посмотреть на канале Креативный слой. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Здоровья вам и удачи!